Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Когда много шьешь, остается много всяких разных остатков тканей, которые и выкинуть жалко, и что-то надо придумать с тем, чтобы с ними сделать. Вот я подобрала остатки примерно одной плотности. Это плотные ткани, с которых я шила. Из этого я шила кофту. Из этого я шила платье. Что-то еще. Из этого я перешивала. Из этого детский костюмчик. И вот сегодня я хочу утилизировать остатки так, чтобы это принесло пользу, радость. Я буду делать из них диванную подушечку. Много лирическое отступление. В интернете много всяких идей по переделке старой одежды. Предлагаю вам один из них. Мне очень понравился. Коврик из старых вещей, из остатков. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Заходите, смотрите. Если вам понравится, подписывайтесь. Для начала нам надо, я нарежу полоски шириной 10 сантиметров, а потом разрежу их по 1,5 сантиметра. Немножко упростим себе жизнь. Вот этот листочек, как известно, 210 на 297. Складываем. У нас получается чуть больше, чем 10 сантиметров. Нам такая точность не нужна. Поэтому это мы берем как выкроить. Можем кроить в любую сторону. Можно обвести, можно просто так вырезать. Вначале нарезаем полосочки по 10 сантиметров. Потом мы их разрежем по 1,5 сантиметра. Вот мы нарезали из этой ткани, пока только из этой, потом будем еще из другой резать. Полосочки шириной примерно 10 сантиметров. Теперь нам надо ее разрезать на полоски примерно 1,5 сантиметра. Особая точность здесь не нужна. Вырезали 2 круга из плотной ткани. У меня шелк очень плотный. Диаметр 32 сантиметра плюс припуск на шов. Теперь вот мы нарезали полосочек. Мы их будем пришивать. Складываем. И на расстоянии 4 сантиметра от края мы будем их пришивать. Складываю таким образом и по кругу. Вот получилась такая. Теперь нам надо закрыть серединку. Чтобы сделать серединку подушки, нам нужны полоски шириной 4 сантиметра. И мы делаем бахрому. Надрезаем.
Материал возьмем из подушки, которая нам не нужна. Максимально щадящим способом распарываем строчку. И достаем отсюда. Достаем и сюда вставляем. Заполнили подушку полностью. Теперь вручную зашиваем это отверстие. Вот такой аппетитный тортик у нас получился. Примнется немножко, расправится. И вот такая красота.